Сейчас я иду к старинному замку Рункельштайн. Этот замок, кстати, был в одно время подарен Максимилианом I, императором Священной Римской империи, Георгу фон Фрунзбергу, отцу ландскнехтов. Помните, о котором я немного упоминал в последнем видео про швейцарскую гвардию. Вот, до замка мне надо пройти пешком какое-то время, и скоро мы его посмотрим. Мы находимся в Южном Тироле, где все вокруг пропитано такой атмосферой средневековья. Здесь много роскошных готических церквей. Вот это, например, церковь Тевтонского ордена. Церковь Святого Георгия. Также здесь огромное количество средневековых замков, в которых до сих пор сохраняются старинные фрески, посвященные рыцарским турнирам и циклу легенд о Тристане и Изольде, и, естественно, о короле Артуре и его рыцарях круглого стола. Так что мы немного погрузимся в атмосферу средневековья, средневекового города, в котором брынчат на своих лютнях министрели. Вот. Тевтонский орден. Давайте посмотрим. В этом видео мы поговорим в основном о поэзии и ее связи с рыцарством. Так что подписывайтесь на наш канал, будет интересно. Вот, друзья, я практически пришел. Смотрите, какая красота. Красивейший средневековый замок, и он прям построен прям на скале. И сразу под ним течет такая река. Надо к нему подойти, я уже там вижу тропинку. Сейчас я перейду мост, и там есть тропинка наверх. Интересно, кстати, что в момент, когда этим замком владел Георг фон Фрунзберг, при нем служащие замка не уследили за порохом и взорвались, в общем, эти пороховые бочки, уничтожив какую-то часть замка. К замку ведет такая тропинка. Вот мы подходим к воротам каким-то. Тут, наверное, меня должен встретить привратник, спросить: «Стой, кто идет! Цель вашего визита». Я ему скажу: цель визита — рассказать немного о рыцарской лирике. Думаю, меня бы пропустили. Ну вот мы и пришли, друзья. Замок Рункельштайн. Тут был герб Максимилиана I. Вот такая красота. Начнем мы наше погружение. Поговорим о литературе и прям возле такого средневекового аутентичного окна. В средневековье люди не использовали практически прозрачные стекла. Такого раньше просто не было. В основном это было такое мутное стекло, а уже прозрачное стекло мог себе кто-то богатый позволить, купив в Венеции, потому что такое делали только венецианцы. Но некоторые люди побогаче делали одну часть стекла
вот такую, а другую часть, например, кусочек из прозрачного. А если хочешь посмотреть на улицу, вот смотря, сейчас я вообще ничего не вижу, то можно было просто открыть окно. В Средневековье существовало несколько литературных течений, такие как труверы, потом были ваганты, которые писали такую жизнерадостную литературу, а также сатиры на монашество и духовенство. Были также немецкие шпильманы, такие бродячие поэты и музыканты. Среди них еще были всякие шуты и фокусники. Но первыми профессиональными поэтами стали провансальские трубадуры, которые писали уже не на латыни, а на простонародном наречии. Кстати, первым трубадуром считается человек высочайшего просто сословия, это герцог Аквитанский и граф Пуатье Гийом IX Трубадур. Он, кстати, был дедушкой Ричарда Львиное Сердце, он был им прадедушкой Ричарда, который традиционно считается величайшим крестоносцем средневековой Европы. Трубадуры, они создали новый такой поэтический мир, мир внутренних человеческих переживаний. Они воспевали любовь и красоту земной материальной жизни. Они также активно участвовали в социальной, политической и религиозной жизни города. И после Альбегойских войн, кстати, многие из них переселились на север Италии. И впоследствии их творчеством вдохновлялись такие гении, как Данте и Петрарка. Молодой Данте даже начинал писать в молодости именно на провансальском языке трубадуров. Также трубадуры создали вообще новый такой литературный жанр, как куртуазный роман, с его таким светско-рыцарским мировоззрением. Они писали о любви и такой земной радости, но о любви они писали такое, как чувство, такое возвышающее человека и переходившее в такой экзальтированный культ прекрасной дамы. Вот эта вот проблема культа прекрасной дамы, она стала занимать вообще весь аристократическо-рыцарский мир, ради которого рыцарство как таковое и существовало. Так что сегодняшнее наше выражение, там, принц на белом коне, когда мы ухаживаем за девушкой, мы ей дарим цветы, там, конфеты, это все берет свое начало именно со времен трубадуров, с их лирики. Сказать вам по секрету, прекрасная дама для трубадуров ни в коем случае не могла быть супругой. Чаще всего это была уже замужняя женщина. Так что, возможно, не зря их гнали церковники. Как вы считаете? Вот здесь замок весь во фресках. О, музыкант. Об этом мы и говорим. Туалет. Вот так вот зимой идешь, вот на такое вот садится зимой. Ну, там на улицу попадалось. Еще одна комната с фресками. Потолок, кстати, расписан тоже звездами. Потолок оригинальный, 14 века. Кстати, сам император Максимилиан, он в 1502 году, когда он уже стал собственником замка, он вот как раз и распорядился, чтобы по возможности все фрески замка восстановили, отреставрировали. Самым известным романом Средневековья была легенда о Тристане и Изольде. Она, кстати, имеет в себе кельтские корни, а представителем в русской поэзии той кельтской эпохи был Михаил Юрьевич Лермонтов. Вы знали, что, оказывается, его дальний предок был шотландским бардом XIII века? Бардами как раз называли среди кельтских племен, так вот называли поэтов-исказителей. И звали его Томас Лермонт из Эркельдуна. И по легенде он умел общаться с феями и всегда говорил правду. Дело в том, что самый известный такой фольклорный источник о его жизни — это шотландская баллада 17 века, и называется она «Томас Рифмач». И в ней рассказывается, как предок Михаила Юрьевича Лермонтова шел по лесу, он пел песню и влюбил в себя королеву фей. Та забрала его в свою волшебную страну, он там и остался. Она сделала его своим возлюбленным. И в дар она наградила его даром предвидения.
И говорят, что Томас Лермонт, он неоднократно предсказывал некоторые события в истории Шотландии. И возникает вопрос, а как тогда предки Лермонтова и Шотландии оказались в России? Дело в том, что во времена смутного времени на Руси польский король Сигизмунд III нанимал себе западноевропейских специалистов-наемников, среди которых был человек Георг Лермонт. Это и был предок Михаила Юрьевича. Он в 1613 году состоял в гарнизоне Белой крепости, это город был такой в Смоленской области, и этот город потом штурмуют русские войска под предводительством Дмитрия Пожарского. Гарнизон капитулирует, а гарнизон состоял весь из шотландцев и ирландцев, среди которых был как раз и предок Михаила Юрьевича. И он после того, как попал в плен, он подал челобитную новоизбранному царю Михаилу Федоровичу Романову, челобитную с просьбой взять его на службу. Вот, таким образом, предки Лермонтова начали служить России, и сам, кстати, Георг Лермонт в одной из битв погиб. Заходим в этот зал. Так. Вау. Тристан и Изольда. Это нечто, конечно. Мы сейчас зайдем в уникальный зал. Здесь фрески посвящены истории некого Гэрола. Со двора короля Артура была похищена девушка Джиневра, и король Артур вот с Гэролом и другими рыцарями отправились ее спасать. Это единственный цикл фресок, посвященный именно этой истории. Ну вот, там этот Гэрол, он сражался с какими-то великанами, он победил гномов, которые дали ему кольцо и меч, взяв которые он становился непобедимым. Но также здесь, конечно, уникальный камин венецианский. Он сделан при Максимилиане I, и на нем вот изобразили гербы Бургундии, Тироля и Австрии. Это шедевр, конечно. Именно здесь, в Южном Тироле, родился один из величайших минезингеров – Вальтер фон дер Фогельвайде, творчество которого вообще считается таким наивысшим образцом немецкой рыцарской лирики. Минезингерами называли вот этих всех поэтов в Австрии, Германии. И дословно это переводится как «певцы любви». Но в отличие от трубадуров, которые писали о том, как вот я пью вино, любуюсь чужой женой, лирика минезингеров была более сосредоточена на таких морально-религиозных темах. Они часто были сами крестоносцами, писали о крестовых походах, эти песни называли Кройцлидер. И сам Вальтер, он тоже был таким обедневшим и странствующим рыцарем. У меня, кстати, даже есть книжка на русском языке Вальтер фон дер Фогельвайде с его лирикой. С ним произошла вообще уникальная история. Дело в том, что как звучали минезингеры, мы практически не знаем, потому что их музыка сохранилась в очень таких поздних рукописях 16 и 17 веков. И, скорее всего, конечно, эта музыка, эти рукописи, они не отражают оригинального звучания минезингеров. Но в начале 20 века одним мюнстерским архивариусом, когда он проводил инвентаризацию некоторых архивов вестфальской дворянской семьи фон Ромберг, им был найден конверт из пергамента. И в этом конверте лежали просто какие-то зерновые счета. И оказалось, что этот фрагмент, на нем была написана песня Вальтера фон дер Фогельвайда. Она называется «Палестинская песня». То есть вот этот фрагмент, который он нашел в 20 веке, отражает прям оригинальное звучание. Это очень красивая песня, ее, кстати, можно послушать на ютубе. И она описывает как раз ощущение крестоносца, который прибыл в Палестину. И он вот это вот все рассказывает о своих переживаниях.
А также Вальтер уникален тем, что еще задолго до Мартина Лютера, задолго до реформации, он уже о Папе Римском писал очень нелестные вещи. Дело в том, что Вальтер, он выражал такие националистические идеи крупных немецких феодалов, которые хотели освободиться от папского Рима. И напоследок я вам прочту пару его стихотворений о Папе Римском. Нельзя не жаловаться нам, беда беду пророчит. Оказывается, отец наш папа нас морочит. Для нас, как для детей своих, он пролагает путь. Отстать боимся мы и не решаемся свернуть. Пойми же, в чем беда, мирянин бестолковый. Пусть папа лжив, с него пример все брать готовы. Пусть корыстолюбив, другие тоже корыстолюбивы. Пусть папа нечестив, другие тоже нечестивы. Не стоит возражать, слова мои правдивы. Иуда старого, Иуда стоит новый. Престол святейший в Риме уподобить смею я Гербрихту, безжалостному чародею, которому грозили собственные чары. Так Рим на верующих навлекает кары. Пора бы всем народам возопить в разладе. О Господи, проснись в небесном вертограде. Извращены твое творение и глагол, твою сокровищницу грабит произвол. Твой миротворец насаждает лишь раскол. Твой пастырь — хищный волк в твоем овечьем стаде. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч!